период бедности Китая, когда было, значит, после революции, первые годы становления коммунистического управления, старые дома сохранялись, потому что просто не в чем было жить, то сейчас старые дома сохраняются как некий такой артефакт, вот, потому что, в общем-то, в нем никто уже не живет. Ну, может быть, разве что иногда бывает, там, ее используют как склад чего-нибудь, или там, может быть, просто принимают гостей. Иногда бывает, кто-то там живет, но в основном живут уже в новых домах, потому что в старых домах довольно холодно. Остался старый дом, рядом с ним уже построили большой современный завод, рядом здесь же тоже большой современный удобный дом, вот, но старые сохраняют. И причем сейчас чем дальше, тем больше, действительно, уже вот такая история, как разобрать там или разрушить старый дом, практически никогда так не делают. Считается как бы, ну, нарушение некой традиции, все-таки это как Лао Цзя, там, да, то есть старый дом или Лао Фанза, в него возвращаются, им гордятся, особенно если он действительно там красивый, какой-то там с резными элементами, его там как-то подчиняют, но при этом стараются не нарушать, то есть как бы его там никто не застилает свежей черепицей, как правило, как бы, ну, не обновляют какими-то новыми свежими материалами современными, его скорее именно как бы консервируют, стараются сохранить, вот, чтобы оно просто не разрушалось. Но единственное, что я вижу, то, может быть, бетоном там, значит, выложили вход, вот, а так, как бы, в общем-то, вот как он был там, лет 100 назад, так он и стоит до сих пор. Прогулялись сейчас пешком до плантации нашего технолога. Вот это вот конкретная плантация, которую закладывал еще его папа. Плантация Шуйсяня, ей около 20 лет. То есть здесь уже через, может быть, 10-15 лет можно будет уже говорить, что это Лао Цзун Шуйсянь, то есть старые кусты Шуйсяня. Сбор здесь начнется примерно через неделю. Вот, можно, кстати, вот увидеть, некоторые побеги уже достигли нужного размера, то есть примерно вот такой вот размер побега, который годится для сбора, ну, может быть, чуть-чуть поменьше, а вот, собственно, большинство побегов сейчас вот такие, то есть еще нужно около недели, чтобы вырасти. Мы сейчас пообщались с нашим другом, много чего рассказал про вообще особенности, скажем так, жизни местных чаеводов и не только. Того, что мне особо запомнилось, это именно то, что конкретно эта территория относится не то, что к заповедной, но, скажем так, очень сильно контролируется государством. И все, кто сейчас хотят там, например, ездить в плантацию, что-то такое, государство уже не разрешает. Вырубать деревья запрещено, как бы все это со спутника контролируется. Но здесь, кстати, очень интересно, фермер тоже говорит, что нам это тоже очень нравится. Ну, во-первых, потому что у нас есть некий эксклюзив, но больше всего его волнует то, что, например, ну, если сравнить, привел пример Аньси, что там действительно большинство плантаций вырублено вообще там целые горы, и на самом деле это действие есть тоже в регионе Уи. Вообще нету ни одного дерева, просто голые, лысые, значит, абсолютно холмы, и все засажено чаем. И он говорит, что, конечно же, такие посадки агрессивные, они нарушают экосистему, приходится использовать больше удобрений, потому что, соответственно, больше насекомых, которых птицы не едят, а птицы не едят, потому что птицы живут в лесу, а лес весь вырубили. То есть нарушается экосистема, это только один из таких небольших примеров.
И, конечно же, это очень нехорошо сказывается потом на всем. Кстати, еще насчет удобрений, тоже с ним общался. Естественно, понятно, что чай удобрений не использует, но вот он ту же самую фразу сказал, которую я в свое время услышал значит, на Уляншане от фермера-тайваньца, который там тайваньские луны выращивает. Вот. Он говорит, ну что, воман буши юди, да, воман шианчуань, да, то есть мы не органические, мы аккуратные. Эту фразу я часто очень слышу в разных интерпретациях. Смысл в том, что сейчас действительно очень, во-первых, сами удобрения развиваются очень активно, а потом, как бы, ну, он говорит, что ну, это же просто глупо сыпать слишком много, потому что если так делаешь, мы же сами этот чай все пьем. Потом, как бы, мы, если кому-то продадим, не дай бог, у кого-то будут какие-то проблемы со здоровьем, ты же ко мне сюда проедешь. Я, говорит, абсолютно не хочу, чтобы мне кто-то люлей навалял. Естественно, что у нас основной рынок это внутри Китая, и сейчас правительство, там, если кто-то такое что-то допускает, ну, получает, как бы, ну, короче, в общем, будет нехорошо. Есть такой определенный сорт бамбука, который на самом деле дикорастущего, естественно, бамбука, который называют здесь джунье. То есть его не называют, как обычно, джудзу, то есть не называют бамбуком, называют джунье. Называют так почему? Потому что вот этот вот лист, у него такой крупный, вот, который, кстати, очень часто и этот лист тоже используется для всяческого оборачивания, ну, всего, что только можно обернуть, в том числе, например, делают знаменитые вот эти вот такие, которые на праздниках делают, значит, такие рисовые лепешечки. Вот, как раз их заворачивают вот этот вот бамбуковый лист. И на празднике, на том же дуанзе, например, очень часто можно встретить тоже завернутый бамбуковый лист лепешки. И тут как раз вот этот вот самый бамбук. Кстати, еще интересно то, что приготовленный вот этот бамбук и рис, он очень долгое время не портится. Вот, то есть, например, если обычно там рис там, ну, там, полежит несколько дней и все, то тут может лежать до нескольких недель. То есть, он говорит, вот конкретно у нас была история, мы говорит, приготовили, положили, забыли. Потом через 3 недели открыли, там рис абсолютно не испортился, ничего, то есть скушали, все в порядке. В каждом вот регионе Китая, там, из-за того, что действительно очень плотное население, а в свое время еще было очень мало дорог, либо они были плохие, и поэтому, собственно, мобильность населения была очень невысокая. За счет этого как раз сформировалось такое количество местных наречий и такое количество местных обычаев, которые очень сильно отличаются от, казалось бы, очень близлежащих провинций. Вот. Это все было связано с тем, что было меньше коммуникации. Поэтому было очень много таких вот, в том числе и блюд тоже кухни местных, которые отличаются от соседних. Вот. А сейчас это все начинает взаимопроникать. Очень интересно, говорю, что вот вообще это как бы больше всего распространено, например, там на севере, в Джидзяне, да, там, вот, у нас поменьше, но сейчас типа у нас тоже стало модно, потому что там, ну, как что-то новое, что-то интересное. Закончилась дорога, по которой мы шли так около 1,5 часов, гуляли неспешно. Это очень редкий случай, когда действительно дорога в Китае куда-то заканчивается, потому что, во-первых, и по китайской философии вот это все вот нескончаемый путь, инь-янь, значит, дорога перетекает из одной в другую, круговые маршруты везде, то есть тупики, в принципе, вообще редкое явление в Китае. Вот, то есть даже если в какой-то там глухой деревне абсолютно находитесь, то одна глухомань обязательно граничит с другой, и даже на самом краю этой первой глухомани есть какая-нибудь дорожка, тропинка, ведущая уже в конец другой глухомани, другого района. Но в данном случае, конкретно здесь, мы видим то, что все. Вот он, Ишэн-Сэнлин, дикорастущий лес. Вот, дикий лес, уже там ни дорог, ни людей, никого нет, на довольно большое расстояние. Здесь начинается зона заповедника. Вот, очень большого, кстати, заповедника. И, кстати, именно здесь встречают еще диких обезьян. Они в этом лесу собирают всякие грибы, там дикорастущие, ушанские, знаменитые и так далее. Вот. Но вот плантации новые, как я уже говорил, запрещено здесь делать. Но вот эта плантация сохранилась. Конкретно здесь тоже плантация шуйсяня. Вот, ему, именно этим кустам уже более 30 лет, то есть, в общем-то, можно уже их называть и лао шуйсян, то есть лао цун шуйсян, старый кустовой шуйсян, старые кусты шуйсяня. Это сырье отсюда очень ценится, то есть оно примерно в 2-3 раза дороже, чем плантационное сырье, которое расположено ниже, которое расположено в зоне активного сельского хозяйства. Вот, здесь же такого нет, то здесь как бы вот это вот очень такой редкий случай, когда действительно вот в Ишане вот такой вид, что вот она плантация, да, и вот все, лес, ничего, никаких плантаций, причем даже до этого плантации занимают, может, 10% максимум этого леса, то есть они там почаще, а это уже вообще последнее.
Вот, то есть действительно очень красиво, действительно здесь очень хороший воздух, вообще никакого воздействия человека нету именно на вот эти вот кусты. И это большая редкость, это очень здорово. Кстати, еще немного про сбор чая. Конкретно вот после того, как, если, например, машинный сбор происходит, то часто очень потом остаются вот нижние побеги, собственно, которые машина не может срезать, иначе слишком низко как бы обрежет куст, поэтому как бы потом вручную еще дособирают это все. Вот. Но вообще надо сказать, что, пожалуй, единственный минус, такой заметный минус машинного сбора в том, что чайное дерево быстрее как бы портится, часто может там задеть пилой какие-то, ствол, там еще что-то, то есть как бы подрезать слишком низко или еще как-то, то есть как бы это может нарушить немного, скажем так, желаемый эффект для куста от сбора, поэтому как бы наиболее ценные чайные кусты, конечно, тоже собирают вручную, но это, скажем так, распространено немного. Вот, то есть проще надо бывает посадить заново чайную плантацию, чем использовать ручной сбор. То есть как бы просто это для чая, который более качественный, более дорогой, как бы там, конечно, это может быть актуально просто для того, чтобы беречь чайные кусты. Для чая, который подешевле, это просто нецелесообразно. Прямо перед последней плантацией, вот перед ней плантация небольшая сорта Хуангуанинь. Здесь вот видно, насколько сильно отличаются чайные кусты. Вот, то есть так, если как бы не сравнивать, да, то внешне многие чайные кусты кажутся очень похожими. Но если прямо вот рядом видишь куст, то, конечно же, различие большое. Здесь еще как бы отдельное различие, потому что здесь уже только что был сбор, а здесь еще надо около недели до сбора подождать. Вот уже был зрелый, как говорится, подходящий для сбора луна. Вот. Но на самом деле и отличается еще и стволы. У шуйсяня у него такой характерный очень ствол тем, что на нем обычно очень много мха. Вот. А на других кустах его гораздо меньше, либо вообще нет. Вот. Чем старше чайный куст, тем больше мха, и как бы часто вот тоже многие фермеры и многие продавцы чая показывают: смотри, вот мой чайный сад, вот у меня, смотри, вот такие вот кусты, вот они все покрыты зеленым мхом, там, или особенно когда там мох свисает, такое лично очень часто тоже используется, как вот, смотрите, какие у меня лао цуны. Вот. А вообще интересно то, что как в каждой провинции вот эти вот, скажем так, характеристики, которые все показывают как нечто вот, знак качества продукта, они разные, свои забавные такие моменты. Там, если, например, в Юнане, там, вот, смотри, какое у нас толстое чайное дерево, или там, смотри, какое у меня там аккуратная там почка, там, например, там с тем же байдигуанем, там, да, там, смотри, какие у меня аккуратненькие, значит, листики, и все такие, все белые-белые, там, да, или как аккуратно сферментировано, там, то есть всякие вот, у каждого чая, у каждого региона есть какие-то свои особенные характеристики, которые выделяют среди остальных, хотя, в принципе, в целом, если взять характеристики качества чая, они в целом, как бы, их много, вот, просто есть те, на которые почему-то больше всего обращают внимание в том или ином месте. Здесь в горах есть одно такое местечко, где как раз течет ручеек, и тут очень хорошо видно как раз вот срез пласта местной почвы. Прям идеальное такое вот положение. Как раз это такой вот тоже распадок между такой небольшое ущелье, между двумя как раз склонами. И как раз вот видно, что здесь вот как раз та самая идеальная почва для выращивания лунов, о которой все всегда говорят. То есть, как видите, вот камушки, да, такие мелкие, довольно даже крупные камушки, между ними земля, да, вот, местами довольно крупный камень, местами помельче, но вот видно, что вот как бы вот скала, потом вот этот слой плодородный, он причем не очень такой большой, то есть, он, конечно, не везде одинаковый, но даже здесь между двумя скалами, да, то есть, собственно, он вот такой. И как раз вот почему такой интересный вкус еще и у лунов местного чая, почему как бы ценится именно вот местная почва. Потому что эти камушки, они дают очень хорошую аэрацию корням чайного дерева, потом очень много минералов содержится в ней. Таким образом, в чай поступает больше полезных микроэлементов и больше поступает всего того, за что так ценится именно лышаньские луны. И еще интересно то, что эта конкретно эта территория, она прилегает непосредственно к заповеднику,
и к, вот, собственно, вот, как говорится, Джиньянь до территории Улышань. А здесь все равно считается чай именно Джиньянь. Почему? Потому что здесь такие же почвы абсолютно, как и в Джиньянь территории. Она непосредственно рядом находится. Вот, то есть тут несколько километров всего лишь, там даже несколько, там, если на расстоянии всего 3 километра, то скорее больше в высоту набор. Вот. И кроме того еще, это по сути единственное высокогорное место, где именно Джиньяньчха, то есть где именно есть вот такие почвы. Потому что, например, если сравнить с Тунму, там тоже высокогорье, но почва там абсолютно не подходит для выращивания утесных валунов. То есть там, по сути, не утесные почвы. Вот, там хорошо выращивать красный чай, и красный чай там действительно получается замечательный сяоджун. Но вот когда там выращивают утесники, именно в Тунму или, например, здесь, вроде бы высота одинаковая, но именно из-за того, что это разные по географии территории, по расположению, и разные почвы, они как бы чай очень разный. То есть здесь абсолютно другой аромат получается у чая. И как раз именно здесь аромат просто невероятный. Я считаю, что такое вот идеальное сочетание. То есть и высокогорье, и нету большого количества плантаций, нет большого количества людей. Ну вот, подходящая почва, чистая вода, то есть как бы все, что нужно очень для хорошего чая. А вот так выглядит плантация Фошоу. Буквально вчера как раз здесь был сбор, и сегодня ночью мы делали чай вот именно вот с этой как раз плантации, с этих кустов. Вот, его сразу видно именно за счет размера его листа. Где? О. Вау.